Друзья, всем привет! Сегодня отправимся с вами в 25-ю главу обычного режима. Я еще в нее не играл, не знаю, какая она, и сегодня будет как бы первый взгляд на нее. Как обычно, я иду тенью, практически фулл легендарный шмот. Даже древнелегендарный, но единственное, что у меня еще меч Град, к сожалению, только ультрафиолетовый. Я думаю, что приблизительно еще месяц, может чуть-чуть меньше, и я его тоже сделаю древнелегендарным. Ну что ж, давайте не затягивать и приступать к прохождению 25 главы обычного режима. Здесь самое главное, ребят, чтобы нам выпадали хорошие скиллы, потому что, в принципе, атаки у меня более чем достаточно для ее прохождения. Скорость этого видоса немножко будет больше, потому что прохождение этой главы занимает довольно-таки большое количество времени. Эта глава похожа, в принципе, на 19-ю. Здесь обязательно мы берем меч призраков, потому что, ребят, это самый топовый навык, который сейчас присутствует в игре. Особенно с мечградом, ну, я не знаю, это просто сказка. Вы, когда его берете, подходите в упор и просто разрезаете любого, абсолютно любого противника. Я думаю, что это может даже сыграть какую-то хорошую с нами шутку, и в конце, когда нам надо будет убивать финального босса, мы подойдем в упор и просто разрежем его напополам. Глава, как я говорил, похожа на 19-ю. В принципе, ничего нового здесь нету. Единственное, вот я бы хотел посмотреть, присутствуют ли тут какие-то новые мобы или боссы. А так, в принципе, ну что вам говорить. Меч Град у вас в руках, если вы еще берете этот скилл, это вообще сказка просто. Главное сейчас набрать определенное количество хп, чем больше, тем лучше, чтобы более комфортно было проходить. Потому что мобы, если честно, бьют здесь очень-очень сильно и сносят очень большое количество хп. Также я буду делать акцент на усиление атаки и такие скиллы, как двойная стрела, мультивыстрел или все, что связано с усилением атаки, я также, ребят, буду брать. Потому что если боссов мы будем убивать в ближнем бою, то, в принципе, мобов всех остальных мы должны убивать с дальней дистанции, потому что они реально очень и очень сильно бьют. Первый босс падает, это ледяной червь, вы все его очень-очень сильно, ребят, любите, кто-то до сих пор его фармит, кто-то уже нафармил до 10 звезды. Червь — это один из самых топовых боссов, которые присутствуют на ферме. И если кто-то его еще не нафармил, я вам даю совет сделать акцент на этом самый большой, потому что червь действительно дает очень хорошую защиту и очень хорошую атаку, так что обязательно фармите. Мобы в этой главе номер 25 очень броневые, я их вот действительно очень долго бил, у меня занимает прохождение где-то около 15 минут, очень напряжно, прям безумно. Что касается еще, ребят, берите обязательно эффект красного сердца, так как мобы бьют очень сильно вас, для вас эффект красного сердца будет играть очень важную роль. Будет выпадать вот эти сердечки, которые восстанавливать вам будут хп. Меня интересует по большей степени, какие здесь боссы. Возможно, есть что-то новое. Но мне кажется, что новых боссов не будет. Вот я вижу тут грибы, которые были в предыдущих главах. Ну, в принципе, больше такого ничего интересного, да. Меч должен, в принципе, справляться с этим всем. Но, ребят, покуда я буду проходить, хотел вас обязательно попросить подписываться на канал, кто этого еще не сделал, потому что статистика YouTube показывают, что более 60% зрителей смотрят без подписки. Ребят, хотелось бы добивать каких-то высот, достигать, да, то есть 10 тысяч подписчиков, это было бы очень-очень круто. А также обязательно оставляйте большие пальцы вверх, это помогает для продвижения канала. Вам всем спасибо, ну а мы двигаемся дальше. Вот здесь есть самые такие противные мобы, это которые появляются прямо перед вами. Если я не ошибаюсь, эти мобы присутствуют в 13 главе обычного и героического режима. Так вот, запомните, что если они возле вас попадаются, ребят, это сразу минус 20 тысяч хп. ХП надо всегда следить за этим, чтобы оно оставалось в большом количестве. Оно расходится здесь очень и очень быстро. Покуда прохожу дальше, еще хотелось бы сказать пару слов про обновление. Ребята уже на Android-устройствах его получили. Купили уже все новые скины. Скины действительно очень крутые, но некоторые из ребят говорят, что они не работают в PvP. Я еще не могу это затестировать, потому что играю на iOS-устройстве и жду еще обновления. Приблизительно мне кажется, что оно появится либо в воскресенье вечером, либо уже в понедельник вечером. И как раз тогда запустится ивент, который будет присвящен к Хэллоуину. Так что, ребят, запаситесь терпением, обнова скоро выйдет.
и игроки на Android-устройствах, которые уже проходили 28 главу, а я еще даже не прошел 25-ю, вот сейчас пробуем. И чтобы не пасти дальше, к 25-ю мы сейчас попробуем с вами пройти, проходим 25-ю, 26-я, 27-я и 28-я. Также, я думаю, мне покорится. Так что я ее буду обязательно проходить также на видос. Вы следите, главное, за видосом и будьте всегда на связи. Что еще хотелось бы сказать по этой главе? Ребят, очень хорошо здесь зайдет такое оружие, как коса. Коса обладает таким навыком, как добивать, делать оверхит, когда у мобов меньше 30% хп, плюс коса одна из самых сильных оружий, так что ей тоже, в принципе, можно, ребят, играть. У меня хп, видите, как мало остается, мобы очень-очень демажат, давайте еще возьмем хп. Только 33 этаж, ребят, 33, вы только вдумайтесь. Но очень сложно, в принципе, проходится она, потому что бьют очень больно. Чем больше у вас хп, тем лучше. Также сюда очень сильно подойдет тот же Синген, подойдет отлично Хеликс, ребят. Хеликс вообще со своей яростью будет очень-очень круто тут разрезать. Но, наверное, все-таки на первом месте из оружия это, ребят, демонический меч Град плюс вот этот навык, который я взял, в принципе, в самом начале. Он очень помогает проходить любые главы. Так, 37 этаж. У нас сейчас будет предпоследний босс скоро. Я надеюсь, что они будут не такие сильные, потому что на 30 этаже был хороший босс, который дал нам возможность восстановить очень большое количество хп. Ребят, не знаю, как будет сейчас. Так, еще немножко хп восстанавливаем. Всего лишь 50 тысяч. И давайте отправляться к нему. Блин, как я их не люблю. Это два моих самых нелюбимых босса, когда они еще вместе. Так, я его сейчас разрежу. Отлично. Получаем определенное количество хп, ребят. И главное сейчас вот этого нарезать, чтобы осталась у нас жизнь дополнительная. Потому что непонятно, как будет дальше. И да, у меня это случается. Супер. Остается 10 этажей. Финальный босс. Очень интересно посмотреть, какие боссы здесь будут финальные, потому что в 24-й, по-моему, или в 23-й этот осьминог меня, конечно, в шок поверг, потому что я таких боссов прям просто не ожидал от разработчиков. Так, эти грибы, ребят, что по ним сказать? Надо просто, вот если у вас есть вот этот скилл, то вы можете разрезать так, вы активируете грибочек, отбегаете от него и просто расстреливаете. Это тоже очень хорошо против них работает. Что касается по броне, ребят, мантия тени самая лучшая, на мой взгляд, берите постоянно ее. Также можете взять яркую мантию, она вам даст дополнительное количество хп, которое здесь прям очень-очень нужно. Так, 45 этаж уже у нас преодолеваем, ребят. Главное сейчас набрать большое количество хп, чтобы последнего босса просто убить, наповал. Так что надо сейчас как-то так более аккуратно двигаться, более быстро сливать всех мобов, которые здесь присутствуют, а главное, чтобы они в нас не попадали. И надеяться, что эффект красного сердца будет работать более чем хорошо и постоянно нам будет сердца выпадать, который даст хорошее количество хп под финалочку. Но пока ничего, ребят, не падает. Сейчас я еще попаду, не бойся, пару раз под косу жнецов и будет вообще превосходно. Так, 48 этаж, 23 тысячи хп, капец, 13, ребят, что же ты будешь делать? 24, окей, финальный босс, ребят, на финального босса я буду бить с обычной скоростью и давайте смотреть, что делать. Вау, вы посмотрите, что делает меч Град. Просто разносит напополам двоих грибов-боссов. Не знаю, все очень круто, даже если я проиграю, у меня есть видос. А нет, смотрите, я добиваю и вообще супер. Первый раз пошел 25-ю главу и сразу ее прошел. Смотрите, какие скиллы мне попадаются. В принципе, все, что нужно для прохождения этой главы. Реально очень хорошо повезло со скиллами, и это победа, ребят. 25-я глава также пройдена. Следующий этап у нас наверняка будет 26-я глава. Давайте сейчас ее откроем. Это скриншотик на память. Да, ребят, открываем 26 главу. В принципе, очень-очень круто. Я доволен, что у меня получилось пройти с первого раза. Вообще супер. А так, ребят, что же вам хотел сказать. Обязательно используйте меч Град для прохождения абсолютно любых глав. Качайте его, играйте в главы, которые повыше, чтобы получать как можно больше золота. Еще раз напоминаю вам, каким луком я прошел эту главу. Тень, меч Град. Все остальное вы видите. Тень у меня даже еще нету 4 звезды. Весь остальной шмот у меня древний, легендарный. В принципе, все. Так что спасибо, что посмотрели этот ролик. И до скорых встреч. Пока-пока.